Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать, как выполнить вот такой изящный браслет в технике макраме. Как всегда, очень надеюсь, что вам понравится этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Подробный список всех необходимых материалов указан в описании под видео. Мой браслет получился 16 см в длину. И для этого мне понадобилась одна нить с длиной 80 см белого цвета, две нити также по 80 см голубого цвета и одна нить голубого цвета длиной 3 метра. Бусины у меня примерно 5 мм в диаметре. Складываем все нити пополам и завязываем небольшой узелок посередине. Обратите внимание, что с одной стороны нити можно легко потянуть вниз. Если потянуть нити с другой стороны, то узелок будет затягиваться туже. Сейчас мы будем использовать нити именно с этой стороны. Отделяем самую длинную нить и выполняем ей левый узел привалете. Оплетаем все три короткие нити, расположенные рядом. Если вы еще не знаете, как выполняется узел привалете в технике макраме и мои движения вам кажутся быстрыми и не очень понятными, вы можете посмотреть более подробный мастер-класс на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Выполняем еще 15 таких узлов. Теперь тянем за нити справа и распускаем завязанный узелок. Мы выполнили вот такую петельку. Ваша бусина должна проходить через нее с небольшим усилием. Петелька и бусина будут выполнять роль замочка. Отделяем вторую длинную нить справа. Посередине у нас находятся все короткие нити. Выполняем 5 квадратных узлов. Ссылка на подробный урок по этому узлу также находится в правом верхнем углу или в описании под видео.
Теперь располагаем нити таким образом, чтобы справа и слева у нас было по 3 голубые нити, одна из которых длинная, а белые нити оставляем посередине. Сейчас будем использовать только белые нити. Обводим левую нить вокруг указательного пальца правой руки и подтягиваем узелок вверх. Теперь правую нить вокруг указательного пальца левой руки. Повторяем эти два узелка еще 2 раза. Теперь нанизываем бусину на 2 белые нити. Выполняем такие же узелки, как мы выполнили до бусины, по 3 узелка каждой нитью. Берем 3 голубые нити слева. Напомню, что у нас 2 нити короткие и 1 нить длинная. Выполняем 12 левых узлов револите. Длинная нить оплетает 2 короткие. Ваша цепочка будет слегка загибаться к середине. Если нужно, ей можно придать форму, потянув за 2 короткие нити основы. Теперь выполняем симметричную цепочку из 12 правых узлов револите. При необходимости затяните дугу. Собираем нити посередине и, используя 2 длинные нити по краям, выполняем квадратный узел.
Оттягиваем нити основы, чтобы придать нужную форму цепочкам, и выполняем еще 4 квадратных узла. Теперь нам нужно повторить дуги и цепочку с бусиной. Продолжаем чередование до конца браслета. Вот что у меня получилось. Теперь давайте оформим край. Аккуратно отрезаем белые нити и 2 голубые нити посередине. На оставшиеся 4 нити нанизываем бусину. Теперь вплотную к бусине выполняем узелок. Отрезаем нитки, оставляя небольшой хвостик. Вот и все, браслет готов. Надеюсь, вам понравилось. Если да, буду рада вашим лайкам и обратной связи в комментариях. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на звоночек, чтобы получать уведомления о моих новых мастер-классах. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!